Всем привет! Вы на канале Рецепт.ко, и в этом видео мы приготовим с вами очень вкусный яблочный пирог. В миску добавила сливочное масло, туда же творог, у меня он пастообразный, небольшую щепотку соли, ванильный сахар и сюда же добавляю сахар. Также хочу вам напомнить, что количество всех ингредиентов вы можете найти внизу в описании. Добавляю одно яйцо. Перемешиваю венчиком до однородности. Очень удобно, что для этого пирога нам не нужен миксер. Все быстренько перемешали и тесто готово. К муке добавляю 1 чайную ложечку разрыхлителя и перемешиваю. Просеиваю муку к тесту. Муку добавляю постепенно, сначала перемешиваю венчиком, затем, когда уже будет тяжело перемешивать, ложкой, и в самом конце вымешиваю тесто руками. Муки нам может понадобиться немного больше или меньше, это зависит от того, каким размером будет яйцо и от того, какой творог. Если творог будет слишком влажный, тогда понадобится немножко больше муки. У меня ушло 220 грамм муки. Присыпаю мукой коврик, на котором буду выпекать плетеночку. Выкладываю тесто, слегка присыпаю мукой, чтобы тесто не прилипало, и раскатываю в прямоугольный пласт. Два яблочка, я их почистила и нарезала вот на такие небольшие кусочки. Добавила 1 столовую ложку сахара и пол столовой ложки корицы. Перемешиваю яблочки. Если у вас яблоки будут кислые, то добавьте побольше сахара. И если они будут очень-очень сочные, то добавьте 1 чайную ложечку крахмала. Но я не добавляла. Выкладываю яблоки на тесто. И при помощи ножа разрезаю сбоку вот такие вот полосочки. Еще раз повторю вам, что такой пирог готовится очень быстро и не требует много времени. Поэтому если у вас нету времени, а хочется какую-то вкусняшечку, приготовьте такой рецепт. Теперь по очереди вот эти полоски сбоку, которые мы порезали, вот так вот заплетаю. И у нас получается вот такая вот красивая косичка. Все, наш пирог готовый. Если вы хотите, можно смазать сверху яйцом. Теперь отправляю пирог выпекаться в духовку. И вот такая вот красота у меня получилась. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Этот пирог, я вас уверяю, он понравится абсолютно каждому. Такой рождественский, вкусненький, классный, сочный, ароматный пирог у меня получился. Рекомендую вам приготовить по этому рецепту. А также, чтобы вы не потеряли этот рецепт, поставьте пальчик вверх. И обязательно не забудьте подписаться на канал. Всем пока!